Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. В прошлых двух частях мастер-класса мы с вами связали вот такого белокурого мальчишку. А сегодня превратим его в настоящего ангела, свяжем для него белые крылья и сделаем лук со стрелой. Сначала займемся крыльями, возьмем для них пряжу белого цвета. Крылья будем вязать поворотными рядами, то есть после окончания каждого ряда необходимо сделать одну воздушную петлю подъема и перевернуть работу. При этом каждый ряд будем вязать только за задние полупетли. Сначала сделаем узелочек и наберем 19 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19. Получилась цепочка из воздушных петелек. Дальше, начиная со второй воздушной петли от крючка, вяжем первый ряд 18 столбиков без накида. В конце делаем одну воздушную петлю и переворачиваем работу. Вяжем второй ряд. За задние полупетли 16 столбиков без накида, то есть довязываем его не до конца. В конце делаем одну воздушную петлю и переворачиваем работу. Вяжем третий ряд, 16 столбиков без накида. Набираем одну воздушную петельку, переворачиваем работу. В четвертом ряду опять не довязываем 2 столбика, то есть вяжем 14 столбиков без накида за задние полупетли. Делаем одну воздушную петлю подъема, переворачиваем работу. Пятый ряд 14 столбиков без накида. Делаем воздушную петлю подъема и переворачиваем работу. Дальше вяжем шестой ряд, опять не довязываем 2 столбика без накида и провязываем 12 столбиков за задние полупетли. Делаем воздушную петлю подъема, переворачиваем работу и вяжем седьмой ряд, 12 столбиков без накида. Делаем воздушную петлю подъема и переворачиваем работу. Восьмой ряд, 10 столбиков без накида за задние полупетли. Опять не довязываем
этот ряд до конца. Воздушная петля подъема, переворачиваем работу. 9 ряд, 10 столбиков без накида. Делаем воздушную петлю подъема, переворачиваем работу. 10 ряд, 8 столбиков без накида, опять не до конца ряда, за задние полупетли. Воздушная петля подъема, переворачиваем работу и вяжем следующий ряд, 8 столбиков без накида. Воздушная петля подъема, переворачиваем работу, вяжем 12 ряд, опять не до конца, 6 столбиков без накида за задние полупетли. Воздушная петля подъема, переворачиваем, вяжем 13 ряд, 6 столбиков без накида. Воздушная петля подъема, переворачиваем работу, вяжем 14 ряд, 4 столбика без накида не до конца, за задние полупетли. Воздушная петля подъема, переворачиваем работу, 15 ряд, 4 столбика без накида за задние полупетли. Делаем воздушную петлю подъема, переворачиваем работу и вяжем 16 ряд, 2 столбика без накида за задние полупетли, не до конца ряда. Воздушная петля подъема, переворачиваем, следующий ряд, 2 столбика без накида. Опять воздушная петля подъема, переворачиваем работу и теперь мы будем вязать вторую часть крыльев, каждый раз в каждом ряду прибавляя по 2 столбика без накида. Вяжем 18 ряд, 2 столбика без накида, а затем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, как бы переворачиваем работу и, начиная со второй петли от крючка, провязываем 2 столбика без накида по цепочке, один, 2 и 2 столбика без накида в петли предыдущего ряда. Получается, в этом ряду мы провязали 4 столбика без накида. Опять набираем воздушную петлю и переворачиваем работу. Вяжем следующий ряд, 20, 4 столбика без накида. И 3 воздушные петли. Переворачиваем работу и в 21 ряду провязываем 2 столбика без накида в воздушные петли,
4 столбика без накида в петли предыдущего ряда. Одна воздушная петля подъема, переворачиваем работу. 22 ряд. Сначала 6 столбиков без накида, а потом 3 воздушные петли. Шесть столбиков провязали, набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Переворачиваем работу, начиная со второй воздушной петли. Провязываем 2 столбика без накида по цепочке. 1, 2. А затем 6 столбиков без накида в столбике предыдущего ряда. Делаем одну воздушную петельку подъема, переворачиваем работу. Вяжем 24 ряд. Сначала 8 столбиков без накида, а затем 3 воздушные петли. Набираем 3 воздушные петли, переворачиваем работу. Начиная со второй петли от крючка, провязываем 2 столбика без накида в цепочку, а затем 8 столбиков без накида в столбике предыдущего ряда. Опять набираем воздушную петлю и переворачиваем работу. 26 ряд. 10 столбиков без накида, а затем 3 воздушные петли. Набираем 3 воздушные петли, переворачиваем работу и начиная со второй провязываем 2 столбика без накида в цепочку и 10 столбиков без накида в столбике предыдущего ряда. Делаем воздушную петлю подъема и переворачиваем работу. 28 ряд. Сначала провязываем 12 столбиков без накида, а затем 3 воздушные петли. «12 столбиков без накида провязали. Теперь набираем 3 воздушные петельки. Переворачиваем работу и начиная со второй петли провязываем 2 столбика без накида в цепочку, а затем 12 столбиков без накида в столбике предыдущего ряда. Воздушная петля подъема, переворачиваем работу, вяжем 30 ряд. Сначала 14 столбиков без накида, а затем 3 воздушные петельки. Набираем 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И переворачиваем работу. Вяжем 31 ряд. 2 столбика без накида в цепочку, а остальные столбики без накида в столбике предыдущего ряда.
Набираем одну воздушную петлю, переворачиваем работу, вяжем 32 ряд. 16 столбиков без накида, а затем 3 воздушные петли. Набираем 3 воздушные петли и переворачиваем работу. Вяжем последний 33 ряд. Сначала 2 столбика без накида по цепочке, а затем 16 столбиков без накида в петли предыдущего ряда. Все, мы связали с вами крылья, вот так они выглядят. Далее обрезаем ниточку, оставляя довольно длинный хвостик, сантиметров 50, не меньше, чтобы нам хватило для лямочек. Обрезаем, набираем одну воздушную петельку и пропускаем сквозь нее хвостик. Мы зафиксировали наше вязание, чтобы оно не распустилось. Вот такие крылышки у нас получились. Дальше необходимо их стянуть. Для этого хвостик вставляем в иглу. И теперь вдоль вот этого края швом вперед иголка сделаем небольшие стежочки. Дальше просто стянем наши крылышки вот таким образом и сошьем 2 кончика вместе. Вот этот хвостик потом мы спрячем. Еще раз натянем хорошенечко. Вот так у нас получается. Зафиксируем на 2 узелочка. Вот как получается. Теперь иглу можно убрать. А дальше нам необходимо сделать 2 лямочки. Для этого уже берем крючок. Вводим крючок в соседнюю петельку и цепляем ниточку. Дальше набираем 15 воздушных петелек. 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15. Получилась цепочка из 15 воздушных петелек. Формируем из нее первую лямочку. Переворачиваем наши крылышки и делаем один соединительный столбик вот сюда в центр крыльев. Сделали соединительный столбик, далее набираем опять 15 воздушных петелек. 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15. Получилась еще одна воздушная цепочка. Из нее формируем вторую лямочку, переворачиваем крылышки и вот в этом месте соединяем на соединительную петлю. Вот как у нас получилось. Посмотрите.
2 крылышка и 2 лямочки. Дальше можно вытянуть нить и спрятать внутри рядочка. Вставляем ниточку в иглу и прячем хвостик. Вводим иглу просто сквозь столбики последнего ряда. Также необходимо спрятать и второй хвостик. Теперь давайте примерим готовые крылышки. Я советую вам это сделать до того, как будут спрятаны и обрезаны хвостики, чтобы можно было сделать лямочки покороче или подлиннее, в зависимости от вашей игрушки. Для этого просто увеличьте или уменьшите количество воздушных петелек в каждой лямочке. Меня мои устраивают, потому что хорошо держат крылышки. Ну вот, наш мальчишка превратился в настоящего ангела. Но чтобы его можно было назвать Купидон или Амур, у него обязательно должен быть лук со стрелой. Давайте их сделаем. Для того, чтобы сделать лук, необходимо отрезать от провода кусочек длиной 8 сантиметров. Затем согнуть его вот так вот посередине и пассатижами подогнуть края. Теперь возьмем клей и белую ниточку. Нанесем немножечко клея вот на эти части. И намотаем на них белую ниточку. Делаем это аккуратно, чтобы не замараться в клею. Лишний клей потом необходимо убрать. Вот так сделали пару оборотов ниточкой. Теперь ее обрезаем. Надо, чтобы хвостики тоже были приклеены. Все, лук готов. Теперь займемся стрелой. Для того, чтобы сделать стрелу, я отрезала кусок провода длиной 4 сантиметра, а также вырезала из розового фетра 2 сердечка одинакового размера, примерно по 1,5 сантиметра, и 3 маленьких треугольничка. Сначала нанесем клей на сердечко. Затем присоединим второе сердечко к нему. И между ними, вот сюда, вставим провод. Вот так получилось. Теперь нанесем клей на торцы каждого треугольничка и приклеим вот таким образом к стреле на небольшом расстоянии друг от друга. Приклеиваем не так, вот так надо. Приклеиваем первый треугольничек. Видите, как должно получиться? Наносим клей на торец второго треугольника. Приклеиваем его на небольшом расстоянии.
И остался последний треугольничек. Теперь зафиксируем стрелу внутри лука. Возьмем лук, вставим стрелу между тетивой, между ниточками. Нанесем на эти ниточки немножечко клея с одной и с другой стороны и тем самым зафиксируем стрелу около лука. Осталось только нанести немножко клея на лук и окончательно зафиксировать стрелу. Теперь необходимо дождаться, когда клей полностью высохнет. Вот мы и закончили вязать ангелочка Купидона. Осталось только вложить ему в руки лук со стрелой. Пусть этот ангелочек принесет в ваш дом любовь и счастье, а я прощаюсь с вами. Если вам понравилось вязать со мной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!